Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такой медальон к Пасхе. Впереди праздники, и, конечно, хочется запастись подарками и задекорировать свой дом. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сам медальон. У меня вот такая заготовка. Брала у Виктории 10 сантиметров на 7 сантиметров. Конечно же, мне понадобится подходящая картинка, кисточка, колпачок, ткань. У меня это сатин, можно использовать бархат или любую другую ткань. И немного декора. И вот такая лента. И первым делом, пока я не обтянула медальон, мне надо вырезать картинку. Картинка у меня чуть меньше, чем сам медальон, поэтому я буду вверх-вниз подкрашивать. И вот эту форму я зарисую. И также вырежу. И вырезаю картинку. Вот я говорила, вверх-вниз у меня будет белым, поэтому я немного подкрашу. Но в любом случае картинку чуть-чуть придется подгонять, поэтому как бы не страшно. И вырезаю полностью. И такой же отрезок, такой же формы мне надо будет еще вырезать картонку. Можно взять просто поплотнее бумагу. Рисую эту же форму на картоне. Вот здесь даже чуть-чуть вот так закруглю. И также вырежу. И затем буду подгонять уже под свою форму. Картинки пока отложу. И заготовка, где у меня есть припуск, мне надо ее подготовить. Я беру и вот этот припуск аккуратненько отламываю. Надо очень аккуратно, чтобы не задеть заготовку. И убираю полностью по всей заготовке вот этот припуск. И продолжаю работу. На заготовке у меня остаются вот такие неровности. И чтобы их убрать, я беру наждачную бумагу и все это вот так вот протру, чтобы все выровнять. Я беру заготовку и сделаю как бы шаблон на ткани. Обведу, оставляю примерно 2-2,5 сантиметра. Это у меня будет припуск, по которому я буду резать. Конечно, обтягивать можно любым способом, который вы знаете. Но вот сегодня я покажу именно этот. Так, немножко у меня не видно. Сейчас еще раз обведу. Вот у меня обведено, и примерно 2-2,5 сантиметра я вот так оставлю припуск, и по этому припуску я подрежу. И отрезаю нужный мне отрезок. Лицевая сторона у меня будет вот эта матовая, поэтому я беру изнаночную сторону, нитку с иголкой, и вот так через край я обрабатываю вот этот отрезок ткани. И прохожу по всему отрезку. И продолжаю работу. У меня получился вот такой мешочек, и в этот мешочек я вставляю свою заготовку. Вот таким образом. И немного затягиваю. Я немного подзатяну и вот здесь делаю узелок, чтобы у меня ничего не расходилось. И для начала у меня получается вот такая заготовка.
мне надо обработать вот здесь верхушку, чтобы не было никаких складочек. Если вдруг у вас где-то получаются складочки, мы их просто вот так рукой распределяем, и все, посмотрите, как все идеально получается. Я еще раз иголкой пройдусь по ткани, вот так захватывая, вот так по всему овалу, и подзатяну еще раз. Таким образом у меня вообще не будет складочек. И продолжаю по диаметру вот этому овальному. Еще раз все затягиваю. И вот посмотрите, как все идеально получается. И, конечно же, делаю узелок. Так, сейчас пройдусь еще вот до середины. Таким же образом можно обрабатывать и бархатом. Затягиваю узелок. И вот так получается. Сейчас я буду обрабатывать верхушку. Теперь я пальчиком вот так натягиваю одну часть, затягиваю ниткой и закреплю. Сделаю пару узелков. И вот у меня получается отличная вот верхушка. И здесь у меня будет колпачок, и ничего видно не будет. И вот таким образом без клея мы обработали заготовку. И чем хороша вот эта обработка? Тем, что когда мы будем приклеивать картонку, она уже никуда ничего не сползет. Мы просто приклеим наверх ткани. Эту заготовку пока откладываю и буду подгонять вторую заготовку именно под верхнюю вот эту, потому что она у нас будет приклеиваться сверху, и она будет приклеиваться именно на заготовку, но никак не на картонку. И вот я вижу, что как бы мне надо чуть-чуть подрезать. И сейчас буду подгонять. И затем такого же размера вырежу и более толстую вот эту заготовочку. Так, еще чуть-чуть. Заготовка должна у нас ходить вовнутрь. Вот видите, еще чуть-чуть. И вот так подгоняем рисунок под заготовочку. Продолжаю работу. Вот посмотрите, у меня идеально она подошла. И теперь также я сделаю и вторую. Или обведу и сразу подрежу, или можно подрезать, если кто уверен, что все это удержит. И точно делаю точно такого же размера. И продолжаю работу. Конечно же, все вырезаю лишнее. Заготовки у меня одинаковые, и теперь мне надо одну заготовку приклеить на другую. И я так обильненько наношу клей на нижнюю заготовку из картона. Так хорошенечко. И приклеиваю картинку. Так, вот тут еще чуть-чуть. И даю закрепиться. Картинку я буду немного декорировать. И для этого буду использовать блестки. Они у меня разных цветов. И вот такой клей-пасту. И начну декор с верхней части. Это с вербы. Беру немного клея и вот так аккуратненько наношу на места, где бы я хотела приклеить блесточки. Кисточку не советую брать, так как потом кисточка залепляется и ее просто не отмыть. Поэтому берите лучше зубочистку и просто потом ее можно выкинуть. У меня это шпажка от шашлыка. И наношу клей везде, вот где я бы хотела приклеить. Я нанесла клей, теперь беру блесточки
И вот так аккуратненько, чуть-чуть пальчиком так надавливая, как бы я насыпаю блесточки. И блесточки приклеятся только там, где нанесен клей. Я взяла листик бумаги, чтобы потом лишнее высыпать и обратно засыпать. Ну и вот. Так, еще чуть-чуть вот сюда. И лишнее стряхиваю. И клей у нас приклеился только вот на вот эти места. И сейчас я также задекорирую цветочки желтые и вот эти тут розово-фиолетовые. Картинка у меня подготовлена, и вот эти места некрасивые мне также надо задекорировать. У меня краска двух цветов, и я буду смешивать, чтобы получить один цвет. Немного возьму зелененькой краски и немного белой. Если у вас есть подходящий цвет, это хорошо, у меня его нету. Я его смешаю, чтобы у меня получился подходящий оттенок. И теперь я возьму губку и губкой вот так края подкрашу. Совсем немного. И замаскирую. Если у вас, конечно, картинка полная и вам хватает, то этого делать не надо. И вот так края обработаю. И пока моя картинка подсыхает, я приклею кисточку. На кисточку я всегда завязываю узелок. Лишнее можно подрезать. И приклею кисточку. Конечно же, вот смотрю, как у меня тут внизу ровненько. Беру клей и подклеиваю. И даю закрепиться. Теперь я беру картинку и наношу клей, не доходя примерно 3-4 миллиметра до края. Наношу достаточно много. В любом случае, потом, если мне понадобится, я еще клей под низом как бы подсуну. И подклеиваю. И прижимаю. И даю закрепиться. Так, смотрим, все ли у нас подклеилось. Если где-то вы видите, что не подклеилось, залезаем носиком пистолета и подклеиваем. Но у меня все подклеено идеально. Теперь берем вот эту часть, изнутри ее вычищаем. И клеить я ее буду универсальным клеем. Не горячим клеем, а именно универсальным. Чтобы у меня не вылез клей. Поэтому я беру клей и наношу его вот на вот эту часть. Так, сейчас что-то у меня с клеем. Вот я беру клей и наношу вот на вот эту часть. И по всей заготовке. Можно и сверху. Делаем это аккуратно. Нанесу клей и подожду буквально чуть-чуть, чтобы клей у меня закрепился и не испачкал мне ткань. Поэтому работать надо очень аккуратно. Вот клей я нанесла. И аккуратненько подклеиваю. Прижимаю и даю закрепиться. Теперь я буду использовать вот такую ленту. Я нашла именно зелененькую, и она мне идеально сюда подошла. И я буду обклеивать от кисточки вверх с одной стороны и с другой стороны. Здесь можно нанести клей как на заготовку, так и на ленту.
Я наношу немного клея и вот так посередине приклеиваю и прижимаю. Надо работать очень аккуратно, так как эта лента, она пропускает клей, поэтому клей наносим не полоской, а будем размазывать его. Вот таким образом. Немного клея на заготовку и немного на ткань. И под натяжением приклеиваем. Руками не трогаем, иначе весь вот этот блеск пропадет. Вот, когда приклеилась, придерживаем рукой и продолжаем работать. Очень-очень аккуратно. Обязательно даем закрепиться. Руками не трогаем. Снова закрепилась. Продолжаем. Ну и, конечно, здесь лишнее подрезаем. И все подклеиваем до конца. И также обрабатываем вторую сторону. Чтобы колпачок у меня вплотную здесь сел, и я как бы много клея туда не наносила, я немного, вот у меня есть тут остаток, немного подклею. Я просто возьму полосочку, отрежу и приклею вокруг верхней заготовки, чтобы у меня все держалось хорошо. Я просто нанесу клея чуть-чуть. Сделаю как бы ее потолще. И тем самым закреплю все вот тут. И несколько раз вот так обверну. Теперь я примеряю свой колпачок, и он отлично садится. Я беру, наношу клей вовнутрь и приклеиваю. И все закрываю. Даю закрепиться. Теперь я беру свой декор и измеряю сверху, сколько же мне нужно до кисточки. И одну часть вот так подрезаю. И это буду вставлять именно кисточку вот в это отверстие. Для удобства я отрезала декор, чтобы мне было удобнее работать. И вот сюда вставляю кисточку, чтобы она у меня была посередине. Вот. И теперь буду подклеивать с двух сторон. Если вдруг вы видите, что у вас тут получается 2 миллиметра лишних, то мы будем делать небольшую посадку и с одной стороны, и с другой. И вот здесь очень важно расположить кисточку именно посередине. Поэтому я вот с этой стороны придерживаю пальчиком, отодвигаю. И я буду наносить клей только вот на вот эти вот, как бы сказать, кружочки. Не по всему. И смотрю, чтобы у меня вот с этой стороны все ровненько село и не было заметной ленты. Лента у нас будет здесь только светиться. Подклеиваю с одной стороны и сейчас подклею с другой стороны. Также разворачиваю. Кисточка у меня посередине. Придерживаю все и аккуратненько вот туда заползаю носиком и наношу клей только вот на вот эти вот серединные цветочки, так скажем. И даю закрепиться. Разворачиваю и теперь буду работать с лицевой стороны. Я вот примеряю и вижу, что у меня здесь 2 миллиметра лишних. И что я делаю? Также наношу клей вот на вот эти вот штучки. Много не наношу. По 3 штучки. По лицевой стороне подклеиваю, немножко прижимаю и вот так вот делаю посадочку. Там буквально выходит, не знаю, меньше миллиметрика. Снова придерживаю пальцем. На следующие 3-4 штучки наношу клей. По лицевой стороне, чтобы у нас было все ровненько, прижимаю. И затем чуть-чуть вот. И у нас с каждым разом вот здесь убирается
как бы, ну, экономится, убирается несколько миллиметров. И вот так делаем посадочку по лицевой стороне, чтобы у нас получилось все ровненько. И вот вы видите, здесь уже, можно сказать, впритык все у нас сойдется. Следующие 3-4 штучки наношу. И так, сначала прижимаю и маленькую посадочку. И вот здесь вы видите, у меня уже, можно сказать, вплотную. И вы посмотрите, как все аккуратно получается. И теперь уже заканчиваю здесь. 1, 2, 3, 4. Вот так все вплотную. И вот вы видите, как все ровно и аккуратно. И также обрабатываем вторую часть. Я измерила, что мне вот таких 7 штучек надо на кисточку. 1, 2, 3, 7. И задекорирую кисточку. Сначала нанесу на середину. Даю закрепиться и подклеиваю края. Медальоны я решила сделать на завязочках. И взяла ленту 3 миллиметра. С одной стороны я продела бусину. Теперь я продену через отверстие в колпачке. Так, возьму пинцет, помогу. Вот таким образом. И на другой конец веревочки я также одену бусину. И сделаю узелок. И вот такие симпатичные медальоны у меня получились. Это может быть отличным подарком к празднику и также послужит декором. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.